Привет. Меня зовут Вика, и я не случайно сегодня надела на себя все свое псевдозолото, как вы можете заметить. А все потому, что я повелась на этот всеобщий, сумасшедший совершенно тренд на дубайский шоколад. Чего я только уже не попробовала. И китайский дубайский шоколад, и дубайский шоколад, хоть и не тот самый, и протеиновые сладости со вкусом дубайского шоколада, и сама пробовала готовить дубайский шоколад. Но на этот раз все гораздо серьезнее, а потому дисклеймер. Я намеренно не буду называть кулич дубайским куличом, просто потому что это звучит уже как оксюморон, это очень странно. Я не религиозный человек, я не держу и не соблюдаю пост, но Пасху в моей семье традиционно праздновали всегда. Для меня это является очень чистым, светлым, радостным праздником, к которому я каждый год готовлюсь. Я пеку кулич, мы красим яйца. Но самое последнее, чего бы мне хотелось, это задеть чьи-либо чувства. Давайте просто приготовим вкусный кулич с сочной фисташковой начинкой, с вкусной шоколадной фисташковой глазурью и хрустящим тестом катаифи. Поехали! Первым делом готовим тесто. Я за основу взяла самый простой рецепт, который получится повторить у каждого. Нужно просто соединить все ингредиенты между собой и замешать эластичное тесто. Миксеру понадобилось около 15 минут, чтобы тесто перестало быть слишком липким. Если вы будете мешать руками, может понадобиться даже больше времени. Но постарайтесь перетерпеть и не добавлять больше муки, иначе можете получить в итоге слишком плотный кулич. Готовое тесто получается очень эластичным. Проверить это можно, растянув его вот так тоненько. Оно должно долго не рваться. Оставляем подниматься в теплом месте под пленкой. Тесто должно увеличиться в 2 раза. Я оставила его на 2 часа и просто занималась своими делами. В итоге оно увеличилось даже больше, чем я ожидала. Дальше делим тесто на 2 примерно равные части, чуть растягиваем. На этом этапе можно добавить по желанию цукаты, изюм и другие сухофрукты, просто рассыпав их по тесту и также свернув. Дальше укладываем тесто в бумажные формочки для кулича. У меня формы диаметром 13 см. Теперь нужно дать тесту подняться еще раз. Можно просто накрыть сверху пищевой пленкой и оставить в теплом месте. А можно поставить в выключенную духовку, а на самый низ поместить противень с кипятком. Мой духовой шкаф поддерживает режим расстойки подъема теста, поэтому я воспользовалась им. Меньше чем за час куличики выросли в 2 раза. Я достала их из духовки, чтобы разогреть ее до 180 градусов, и вернула обратно. Здесь тоже понадобится противень с водой или режим подачи пара. Выпекаться куличи будут от 40 до 55 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой. Она должна выходить чистой и сухой. Куличи оставляем остывать при комнатной температуре. Теперь начинка. Тесто катаифи измельчаем и обжариваем на сливочном масле до золотистого цвета. Я из нескольких прядок теста делаю что-то вроде гнезда и откладываю в отдельную форму. Это для украшения готового кулича. Делаю быстрый сироп из меда и воды, поливаю им гнездо и запекаю в духовке на 180 градусах примерно 10 минут. Следите, чтобы загорело, но не подгорело. Поджаренное тесто смешиваем с фисташковой пастой. У меня паста уже содержит сахар, если ваша без него, добавьте сахарную пудру по вкусу. В оригинальную рецептуру дубайского шоколада входит также паста тахини, паста из кунжута, но я при всей своей любви к ней не стала добавлять, чтобы не перебить тонкий фисташковый вкус. Кулич освобождаем из формы и вырезаем в центре отверстия. Я помогла себе формочкой для салата, но вы вырезайте как вам удобно, идеально ровным оно может не быть. Убираем тесто из сердцевины и заполняем готовой фисташковой смесью. Сверху прикрываем крышечкой из теста. Глазурь для кулича вы можете использовать любую на свой вкус. Мне захотелось просто покрыть кулич шоколадом. Я растопила белый шоколад в микроволновке и добавила совсем немного фисташковой пасты. Вкус она дает едва уловимый, зато отлично подкрасит шоколад до нежного оттенка зеленого. И просто аккуратно покрываем кулич сверху. Шоколад, смешанный с пастой при комнатной температуре, будет оставаться липким, имейте это в виду. Я посыпала сверху измельченными фисташками и поместила гнездо из теста, в которое я уложила маленькие шоколадные яйца. Их я купила в магазине для кондитеров. Вот и все, кулич дубайский шоколад готов. Можете не сомневаться, с этой прикормки одуреет каждый, кто попробует. Сам кулич получается довольно классический. Вы можете добавить по своему усмотрению, что пожелаете. Ту же измельченную фисташку можно добавить еще и в тесто. Начинка получается очень сочной, насыщенной. Количеством начинки вы также можете управлять, делая отверстия в куличе меньше или больше по своему усмотрению. Если вам понравилось, обязательно попробуйте приготовить такой же кулич. Тем более до Пасхи еще достаточно времени, чтобы даже потренироваться, если у вас есть такая возможность. И как всегда, прошу вас поставить лайк под этим видео, подписаться на мой канал и оставить свой комментарий. Для меня это очень важно. Всем, кто решит попробовать приготовить такое же, желаю кулинарных успехов. Всем пока!